Ребят, последнее задание. Завтра на выставке нужно найти товар, который бы вы упаковали в свою упаковку и привезли бы минимальную партию к себе на рынок. Я выберу один товар, который мне больше всего понравится, и я бесплатно разработаю для вас упаковку, для того, чтобы вы продавали, там, привезли и продавали на своем внутреннем рынке. Ребят, вот сегодня последний день. Что не сделаешь ради контента? Хочется, чтобы каждый из вас показал товар, который он нашел и в который готов вложиться временем, деньгами. Я намерен создать канал контрабанды через Белоруссию. Формат офигенный. Огонь, ракета. Фабрика расчесок. Ты просто король. В любом супермаркете у тебя самая низкая цена и X10. Вот как у них это получается? Вау, шайтан. Ребят, это топчик. Тура с Артемом Степанчуком — это в режиме Терминатор. Ты ебошишь просто вот от заката до рассвета. Сейчас тема косметики очень популярна. Это одна из самых прибыльных ниш вообще в целом. Масками пользуются большое количество девчонок. И в чем фишка, что это просто расходный материал, то есть это не то, что ты там раз купил и забыл. Например, для того, чтобы сделать свой бренд этих масок, нужно сделать 10 тысяч штук. Но это она мне говорит на этой выставке. Я уверен, что после выставки можно с ней договориться, там, буквально там, сделать 3000-4000 масок, и сделать свою упаковку, свой бренд и продавать на внутреннем рынке и зарабатывать спокойно X3, X5. А ребята пошли дальше, они придумали маски на отдельные части лица. И, соответственно, если вы хотите сделать на все лицо, то вам нужно купить эту маску, эту и вот эту. Это как хлеб, можно сказать, для девчонок. И реально на этом можно круто зарабатывать. Если вы хотите запаковать эту свою упаковку, без проблем. Эта маска здесь стоит на этом стенде сейчас 80 центов. Но она говорит, что после выставки они могут провести со мной переговоры и договориться о более низкой цене. Это, кстати, одна из самых качественных масок, которую я, в принципе, видел здесь на выставке. Рекомендую обратить внимание на эту нишу. Ребят, вот сегодня последний день, и очень хочется, чтобы каждый из вас показал товар, который он нашел и в который готов вложиться временем, деньгами, силой своей, всевозможной, да. И давайте начнем с Вани. То есть задание стояло не просто найти товар, но и сделать некий бизнес-план. То есть товар должен понравиться, нужно обязательно, чтобы товар был актуален на сегодняшний день. Также нужно определить свою целевую аудиторию и рассказать, где ты будешь это продавать. Я нашел два таких товара. Соответственно, вот такая вот черная маска. Я не понял. Я сейчас не понял. Эта штука. Это очень трендовый товар. Сейчас вот эта вот вся индустрия мейкапа, она на хайпе. Какие каналы продаж я буду использовать? Я намерен создать канал контрабанды через Белоруссию по доставке этих товаров в Украину и буду продавать через них. А это реально твои товары или нет? Да нет, это просто у него подрезал. Слушай, реально, расскажи. Так, реально, соответственно, на второй день посещения первой фазы я нашел стенд, около которого толпились все цвета кожи, короче. Там и черные, и белые, и, в общем, все... А, так нельзя говорить? На второй день, короче, с самого утра я попал на стенд, ну, чисто случайно. Там была куча людей из вообще разных стран, то есть все языки там присутствовали. Да и вашу мать! Вот в этом весь Ваня, реально. Вот эта вот штучка, держатель для телефона. Отличная такая вещица, удобная очень. То есть там есть специальные приспособы, которые помогают вешать это и в автомобиле. И как ноу-хау, то, что она позволяет пользоваться беспроводной зарядкой, в отличие от других там подобных вещей, там типа кольца или поп-сокета. Походил пару дней, там подумал, посмотрел еще, в конечном итоге взял 5000 штук. Но это тестовая партия, то есть они
отгружают минимум по 100 штук каждой позиции, у них всего 56 позиций. Слушай, ну я так понимаю, можно кастомизировать, например, свой цвет, ну, какой-то заказать. Они могут сделать любой цвет, даже они могут сделать, могут сделать любой бренд, А ты бренд? но бренд это плюс 2%. То есть сейчас на как бы тестовой партии плюс 2% нужно доплачивать. 2%? Да. Слушай, а так сделай свой бренд. Сходу. Да. Ну это получается сколько? 100 Это баксов? 100 долларов. 100 баксов. Ну реально 100 баксов. Да, это 100 баксов, реально, Ну, да. срочно нужно делать свой бренд. Скажи, где планируешь продавать этот товар? Тех, кого я знаю, кому я могу отдать, они не осилят большие объемы. То есть, осилят какие-то такие, но не прямо ого-го. А вот чтобы были объемы там десятки тысяч штук, там, допустим, ежемесячно и так далее, нужно выходить там на разнообразные сети. Как это делать, я пока не знаю. Вот этот вот момент про маркетплейсы, но мне не хочется, точнее, вполне возможно, что рабочий инструмент, меня немножечко он смущает тем, что придется работать с частными клиентами, которые будут интересоваться там по одной, по две штуки, то есть обрабатывать этот трафик, я не хочу. Я хочу именно этот товар продавать оптом. По Ване интересно. Вот Ваня масштабно мыслит, у Вани большие желания. То есть Ване неинтересно зарабатывать $500. Я настроен исключительно на положительный результативный тест. То есть в данном случае для меня слово тест это не попробуй, получится, не получится, а это, соответственно, пройду по шагам, пойму как и начну масштабировать. Он сейчас готов браться за много чего. То есть у него есть там помощники, у него есть команда, и он сейчас как генератор идей, да, вот он просто готов набрасывать в свою команду эти идеи, вот все, что он тут находит. Насколько у него получится, посмотрим. Нужно, чтобы ты зашел и посмотрел Wildberries, все моменты работы. Я уверен, просто когда ты почитаешь, ты увидишь, что ты сможешь работать. 56 единиц, то есть ты займешь достаточно большую полку на витрине Wildberries, да? И я точно понимаю, что вот если ты вот это заведешь, весь ассортимент 56 единиц, у тебя по-любому будут продажи. Вот это 100%. Ребят, что не сделаешь ради контента? Вчера до 2 ночи обсуждали бизнес, сегодня встали в 7. Выглядишь как будто пил неделю, а на самом деле неделю по выставке бегаешь. Let's price this. One box? How many pieces in one box? Ребят, 60 штук в такой коробке. Получается 30 пар таких, то есть 30 раз можно сделать. И стоимость на месяц, вот эта коробка хватает каждый день, чтобы пользоваться. И она стоит $1.60. Как вы думаете, можно ли сделать на этом бизнес, просто умножить на 5 и продавать под своим брендом? Напишите в комментариях. 35 cents? Can you give me some samples? Ребят, бесплатно мне дал образцы, посмотрите. Говорит, ты только размести мою визитку в телеграм-канале China Business Community. Говорю, хорошо, окей. Тут в чем фишка этих масок? Они сделаны из натуральных материалов. Например, это авокадо, это лимон, это мед, да, то есть это на основе серебра. То есть маски реально сделаны на основе натуральных материалов. В этом их и фишка. То есть стоимость 35 центов одной маски, по-моему, достаточно адекватна. Точка входа может быть для вас 3-5 тысяч долларов, и у вас есть свой бренд масок, который вы можете продавать не только по своим знакомым, но и по разным каналам продаж. Супермаркетам, по небольшим магазинам, по салонам красоты, и много-много где еще в интернете и так далее. Илюха очень интересный парень. У него очень хорошо получается реально торговаться с китайцами. $10, окей? Да? Buy now. А что она смеется? Она думает, что я пошутил за $10? Нет. Короче, за 20 купил долларов и лук, и пистолет. Он начал получать кайф от самого процесса. С тех пор, когда мы увиделись с ним в кафе, еще в Киеве, и до сегодняшнего дня, то есть он реально растет в глазах. И мне кажется, что он понял, как работает Китай, каргоперевозчики, как это все происходит. То есть он начал понимать, как легально возить товары. То есть он все интересуется, и у него уже началась картинка схлопываться. То есть люди, которым рассказываешь,
они не понимают. Ну, то есть вот им говоришь вот так, вот так, вот так. Они не понимают, а Андрюха понимает. Начали мы, получается, с производства, да, мы зашли на производство, вот, и меня на самом деле заинтересовало это направление, вот, но я в нем не сильно разбираюсь. А он когда ехал, он не думал о производстве, но у него было желание чего-то глобального. Он когда зашел в павильон, то есть одна из моих первых рекомендаций была к ребятам, то есть я послушал их пожелания, говорю, ребят, зайдите там, где вот станки различные по производству. И вот Андрюха зашел, его это зацепило, он выбрал себе 2 станка, и вот он очень хочет стать производителем. Понимаю, что производство это всегда выгодно, да, но как рынок вообще не анализировал и не знаю, как он там у нас на Украине происходит, какие там навары, какая маржа и так далее. Вот. Сегодня мы ходили на выставке, сегодня был стенд, который представлял чисто эту экопосуду произведенную. Возле него такой ажиотаж был. То есть люди ходили, чисто смотрели, заинтересованы в экопосуде. У него знаний, настойчивости, его качеств и точно хватит для того, чтобы реализовать производство. И амбиции, самое главное, есть. Мне кажется, это его. Это идет роботы такие, вот, и они как алфавит идут. Полностью алфавит английского языка, вот, и эта каждая буква превращается в робот. Я думаю, что на Opti X3, а так X5 можно продать. Мы вот сейчас распечатаем, интересно, что там за буква, и просто посмотрим, что там у нас внутри. Вот. И так можно, получится, что у нас дети будут уже в первый класс идти с знанием полностью английского алфавита. Тут какой интерес в этой игрушке? Не будет, то есть как куклы LOL, да, покупаешь тоже вот эти вот куклы, которые продаются, да, они как кот в мешке, вот, не знают, и их покупают, и человек, то есть если ты купил этот пистолет, да, который там стреляет, да, вот он уже его купил и все, у него вот это, а тут он будет постоянно, недорогое на самом деле удовольствие, и будет захочет там собрать как можно больше роботов. То есть даже не как в алфавит люди нацелены, да, тысячу клиентов найти под такой товар, я думаю, не тяжело. В игрушках я просто так вот зашел на игрушки и увидел, что любой, в принципе, товар, если брать с Украины, это X3, X5 минимум. То есть любое. А теперь уже задача, как продать. То есть, понятно, что какие-то там выбирают хайповые направления более, вот. Можно, я же говорю, создать свой бренд и захватить большую нишу товаров. И люди уже будут на бренд ориентироваться, да. Я распылился на целую кучу ниш. И поэтому не определился еще окончательно, чем я буду заниматься. Ничего не купил, но зато получил очень много новых идей. Например, это были зубные щетки. Ребят, если вы хотите сделать свой бренд зубных щеток, нужно приехать в Китай на выставку, взять визитку, и они могут делать для вас ваш бренд. Получается, 4 цента стоит одна зубная щетка. 4 цента это реально, слушай, вообще можно делать легко, там просто 500% наценки, супер. Ты просто умножил на 10, и ты просто король. В любом супермаркете у тебя самая низкая цена и X10. Как у них это получается? How many pieces I need to buy for make my brand? One container, 600, то есть один контейнер, 600 тысяч зубных щеток стоит $27 000. У тебя больше, чем 500 000 зубных щеток за $27 000. Вот просто готовый бизнес прямо здесь. Каждый стенд здесь просто готовый бизнес с X5. Возьму у него визитку. Я, кстати, обратил внимание, что китайцы начали очень популяризировать свою косметику, свои шампуни, свои духи. Слушай, вот ты, конечно, из тех людей, которые долго выбирают, долго вымеряют. То есть Макс человек, который не будет афишировать. Видишь, он более закрытый, но он все выверяет. Ему нужно все там разложить по полкам, прежде чем он начнет заказывать товары. Он не показывает, да, то есть так открыто свои товары, как показывают там ребята. На камеру выкинул. Не, он конкретно за электронику говорит. Да. Так он насобирал информацию, он на камеру просто не хочет сказать, потому что это зайдет в YouTube, и с YouTube уйдет все. То есть он тихонечко, спокойненько смотрит то, что показывает, и типа стесняясь, но про свое рассказывает минимум. И я думаю, что это тот случай, который молчит, а потом через время выстрелит. Макс красавчик.
Все, что я нашел, уже жена дома протестировала. Поэтому я приезжаю и делаю. Если рынок протестировал? Ну, есть фотография, уже выложила. А, то есть это не новинки, я понял. звонки. А, так, я понял. Получается, мы здесь определяем товар, А Макс уже его... А кто-то уже продает. Макса уже на полке он, понимаешь? А он до сих пор молчит. Он уже разобрался, что такое Китай, как он работает и что нужно сделать. И он просто тихонечко делает и кое-где просит подтверждения, да, то есть у меня. Вот чем я обожаю таких людей. Это не тот случай, когда, Артем, подскажи, пожалуйста, а где находится вот это, а ты можешь мне помочь? То есть человек сам зашел, в интернете все нашел, но он просто мне показывает и говорит, просто окни или не ок. Ну, то есть просто мне окни, вот то, что я нашел. И вот, ну, вот это Макс. Опять же, я же говорю, что я бы с ним партнерился. То есть это человек, который не задает лишних вопросов, берет и делает. И это человек, который реально может меня дополнять. Дима самый большой, да, то есть скептик, наверное, из всех ребят. Я предпочитаю всегда вначале изучить, и после того, когда я изучу, вот я увидел, что там есть какие-то там направления. На сегодняшний день я однозначно понимаю, что раз в павильоне было порядка 5-7 производителей только одних стаканчиков и всего того, что связано с бумагой, я понимаю, что, ну, однозначно понимаю, что это определенный тренд. Ну, то есть он очень осторожничает, такой, типа, он никому не верит, он все перепроверяет. Мой хит выставки для меня это, ну, казалось бы, ничего, вот все гениальное просто, ну, мне так кажется, это пакеты, zip-пакеты. В этих пакетах интересно то, что, ну, я нашел предприятие конкретно, которое производит эту продукцию, только специализируется на этой продукции, огромное количество, огромный ассортимент, порядка, наверное, 70 или 100 наименований продукции, пакетики разных вариантов, разных зипов, какие хочешь, какого хочешь качества, возможно подписывать дату продажи, но интерес заключается в том, что стоимость, ну вот конкретно, допустим, этого пакета 0,028 копеек. Ну, к примеру, в Украине 0,028 копеек за упаковку из 15 штук. Получается, Почти тебе доплачивают. Подожди, китайцы, получается, тебе бесплатно готовы разгружать пакеты. Ну, типа того, да. Я не думаю, что он ошибся, рисуя мне на калькуляторе эти цифры. То есть, получается, низкий порог входа, Да. грубо говоря, ты вкладываешь $1000 и заработать можешь $20 000, если продашь Да. ниже той цены, Которая существует, да. которая сейчас существует. Однозначно. В Украине. Пакеты очень прикольная тема. Просто то, что можно на них там X20 делать и там, запаковать. Товар уникален, можно сказать. Потому что если есть конкурент, который продает 25 раз дороже, то можно сказать, что конкурента нет. Ваня реально немножко теряется. Я помню, мы сразу зашли там на производство, попали, где продаются все линии по производству разных направлений. Было интересно, как бы все так завораживающе ходил, смотрел, брал контакты и так далее. Когда пошли мы дальше уже на товарку, я реально понял, что я вообще не понимаю, за что мне браться. Ассортимент невероятно большой. Вместе с тем есть много людей, у которых там намного меньше ресурса, чем у Вани. Они намного, скажем так, там, они меньше зарабатывают, они ездят там на хуже машине и так далее, и они уже все знают. То в ситуации с Ваней, видишь, он учится и учится. И здесь заслуживает уважения. То есть где надо, он как бы учится, он подстраивается, он расспрашивает и так далее. Хотя видно, что в каких-то моментах ему это сложно. Но он берет это, делает. Хочет реально развиваться. То есть его не устраивает его диван и телевизор. Вот тот момент истины, да? его включил. Включаем? Да. Может, она не работает. Вот такой принцип. А там, если что, я узнавал, у него, если свет отключится, она просто там магнит же сразу присосется. Вот выключится. Нет, Смотри. нет. Почему? Нет, так а вот выдерни с розетки. Так да, конечно. Если просто свет питания выходит, Но она тоже падает на магнит. Она вот так.
То есть она не будет там улетать куда-то, она сразу, магнит здесь довольно мощный такой. И говорю, я здесь, я вам скажу, ребята, между нами, я сразу пробил рынок и нашел только в одном месте 9,5 тысяч гривен. Ты нашел этот товар на розетке за 300 баксов. Да. И за 20 баксов купил. Вот в гости, да, приводишь кого-то, там сразу на него обратят внимание, да, очень интересно. Да, но это как бы, не знаете, что сразу народ напоминает? Я первый клиент, я у тебя куплю. Да, я куплю тоже. Я умножил, в общем, на 3, вот так себе, как ты говорил, 3-4, вот так. На 3. Получается, за 20 баксов купил, там потратил $5 на доставку, $25 умножил на 3 и продавал до 975 баксов. Да. Если выключить свет, это просто подсветка. Цена его $35. И еще третий вариант. Мы убираем глобус, и можно просто сделать подставку. Ну все, и мы вот сюда ложим телефончик. Вау, шайтан. Ну, Прикольно. нормально? Класс. Вот такая подставочка по приколу. Ребят, реально очень прикольный товар. Смотрите, какие классные зеркала. И они заставляют обратить на себя внимание. Давайте спросим, сколько они стоят. What's price this one? Just help. 1, 2. One, two. Yeah, $1. 1, 2. No, $1, $12. 12, yeah? Yeah, 12. 12. Да, прикольно, слушай. $12 вот такое зеркало стоит. Ну, оно топовое, слушай, вообще класс. Смотри, включается, выключается вот таким образом. Ребят, это топчик. And what's price this one? $110. Ребят, вот $110 стоит такое топовое зеркало. Мне кажется, девчонки, у которых есть большой дом, могут себе позволить купить. Смотрите, какой топчик. It's wholesale price? How many pieces you need to buy? 10 pieces. Реально, оптовую цену можно получить, чтобы купить 10 штук. $4. Блин, реально хоть себе бери. Слушай, прикольно. Я уверен, что если я привезу домой жене вот такое зеркало, она очень обрадуется. Смотрите, какое прикольное, реально. Тура с Артемом Степанчуком — это в режиме терминатор. Ты ебошишь просто вот от заката до рассвета, конкретно вот по делу, по заданию. Товар, который бы не очень сильно резонирует. Я просто на этом вырос. Мы это продавали достаточно круто продавали. И сейчас люди спрашивали, я не знал, не было. Чем именно эта позиция мне понравилась? Тем, что она 360 игр в одной уже идет запиленная. Ты можешь играть портативная как бы в дороге, в самолете, в поезде, еще где-то. Через эту приставку, по сути, это и есть Dendy. Можно подключить дома до телевизора и рубиться с пультами. За то, что я не знал, где его купить. Я просто не знал, где его купить. Вот это уже фишка. Я не знал, где его купить. И, понимаете, если поменять коробку, сделать, потестировать. 100 юаней это $15. Можно продавать тоже по 700, по 800 гривен. Ты же понимаешь, что это ты купил, получается, на базаре, то есть реально это... Одну позицию я понимаю, что можно, в 2 раза цену можно за что можно за 50 покупать. Можно 700-800 гривен его можно продавать. Это чехол на iPhone X. И тут Tetris. Это у меня будет канал продаж, куда я буду продавать. Через еврейский квартал буду продавать. И Тетрисы заходят, электронные игры заходят, но они от этого тащатся, играют. Я понимаю, что он будет лететь в самолете и себе опа, развернул, и там Тетрис шпилит. То есть на развороте чехла для iPhone получается Tetris. Да. А сколько такое стоит? 10 юаней. Точно, что еврейская. 10 юаней это $1,5? Да. Вообще. $1,5 это хорошо. А Тетрис, да, реально Тетрис. Огонь. Охереть. $1,5. Просто это даже не как поиграть, а как повыебываться. Да. Ну, реально. Да, эта тема тоже повыебываться тоже. Наколотить понтов с этой темой Да, можно у нас ты сейчас шо, ну приехать, прикольно. блядь. Слушай, И как бы через себя и продаешь. Такой, его продай мне, это такой раз достался с багажника. Знаешь. реально прикольно. Помните детство? И песня. Серьезно? А, я не видел. Это чехол показывал Капак. Ром, Все, снимай, да, пакуй, давай. Да не снимай, подожди, дай я посмотрю. товар Да не снимай, дай. Еще один товар, который мне интересно упаковать в свою упаковку и вот сделать бренд свой. Это светильник вот этот, который мы его уже, в принципе, показывали в первый день. Это где детские игрушки, товары для детей, его легко туда интегрировать, в принципе. Он может быть как светильник, 30 юаней.
есть юань это $5. Я, если можно, перебью. Честно, Я, если, дороговато. я, если можно, перебью. В второй фазе я нашел производителей, гораздо больший ассортимент, чем мы видели, цена $2,5. Ну, $2,5 другое дело. 2,5, 50 гривен, там чуть больше. Огромное На количество выходе панды, 150, кошечки, да. котики, там огромное количество. Все то же самое, разные цвета, голубой, зеленый, там. Я думаю, если заморочиться и нормально сделать, с упаковкой поиграть, то, в принципе, мамочки, папочки, вот семейные вот, категории людей. Ребят, скажите сейчас свою эмоцию. Есть просто вот есть желание ехать действительно на следующий кантон? Я тупо аж прям уже я уже еду. Тоже мне есть желание, ну, блин, где-то понимаю, здесь что нырнуть, вот В следующий раньше, раз чем до это кантона. будет по-другому уже все происходит. Да, в следующий раз Да, мы я будем на сегодня, да, опыте. да. По поводу нашего конкурса, то есть в итоге вот какой товар ближе на меня смотрит, и я реально там в чем-то могу помочь, это товар, Романы светильник. Во-первых, низкая цена. Во-вторых, они реально популярны. Мы продавали подобные светильники, более дорогие. Они продаются. Дешевые, я точно знаю, что тоже продаются. И продаются как в офлайне, так и в онлайне. Универсальный товар, который стоит, скажем так, ну, в рознице можно продавать по $10 и иметь там минимум X2, там X3 можно сделать на этих светильниках. Поэтому, Ром, мы тебе поможем с упаковкой этого товара. Поможем тебе с доставкой этого товара, да, и дальше все зависит от тебя, от твоего напора. Но напора у тебя достаточно, мне кажется, ты даже и со мной можешь поделиться, и с ребятами так по чуть, процента по 3, по 5 откинуть каждому. Ребят, на самом деле была очень крутая поездка. Мы сначала встретились и, скажем так, притирались друг к другу, но я уже примерно понимал, что будет очень круто, потому что каждый из людей уникален и успешен, да, то есть и все это вместе. Я получил реально, вот честно, массу удовольствия. Формат офигенный, бомбезный, огонь, ракета. Эмоции потрясающие. Все было круто, все супер, хорошая компания, все очень понравилось. Приехал сюда, увидел, пощупал, пообщался, понял. Это вообще золотой опыт. Спасибо Артему за вот эту движуху. Ставьте цели, поднимайте стандарты вверх, приезжайте. Ребят, все, всем спасибо. До встречи в Киеве. Это был 3-й сезон «Бизнес Китаем по-взрослому». Всем пока.